Всем привет! Сегодня хочу поделиться долгожданной обновкой. Так получается, что большинство своих изделий мне приходится персонализировать. Для этого человек присылает в векторном формате или же свой логотип, или желаемую надпись. Потом я заказываю с этими изображениями клише. Мне присылают клише, ставлю оттиск, собираю изделия. Это выходит не так оперативно, как хотелось бы. Плюс такой способ довольно затратный по финансам. Понятное дело, что если у человека есть конкретный какой-то свой логотип, то здесь ничем другим не обойдешься, приходится изготавливать. Но в том случае, если логотипа нету или нужно нанести просто какую-то надпись, допустим, имя, да, то, на мой взгляд, есть более оптимальный вариант, который можно использовать. Конкретно в этом случае нас может выручить наборной шрифт для тиснения. Как уже сказал, очень давно хотел себе такой шрифт, и вот только недавно нашел оптимальный вариант для себя. Мастерская под заказ, учитывая все мои пожелания, изготовила данный инструмент для работы, и сегодня я вам его презентую. Шрифт приехал ко мне вот такой вот деревянной коробке. На крышке есть название, есть размер. Заказал себе шрифт в латинице, потому что чаще всего заказы идут из-за границы, и в принципе любое имя, любое название можно составить из латинских букв. Это логотип мастерской, который занимается изготовлением. В описании под видео дам всю необходимую информацию, чтобы вы могли связаться с ними и уточнить уже все нюансы конкретно по своему заказу. Мне можно вопросов не задавать, потому что я не владею информацией, там очень много тонкостей, и конкретно по вашему случаю сможет ответить только консультант. Итак, что же у нас внутри? Открываем крышку. Кстати, крышка тоже очень удобно сделана. Получается, мы можем эту коробочку со шрифтом ставить в крышку, и это все будет занимать минимум места. Есть у нас поролоновая накладка. Здесь мы видим наборную кассету для шрифта. Она двухстрочная. Обычно стандартно идет с одной строчкой. Но так как мне нужно было именно две, то мастерская выполнена. Такие идут тут под заказ, изготавливаются. Потом еще один поролончик. И вот здесь уже мы видим шрифт. Точнее, вот так вот. Здесь мы видим заглавные, строчные буквы, цифры. Есть знаки препинания, пробелы. Так как буквы и цифры могут повторяться в надписях, их изготовили по 2 экземпляра каждой и гласных по 4. Для удобства пользования желательно работать пинцетом, их так удобней вынимать. В общем, как я приловчился работать? Нам, получается, надпись нужно сложить в таком перевернутом формате, поэтому для того, чтобы не ошибиться, я изначально пишу надпись, которую хочу набрать и оттеснить. Потом ключиком отвинчиваю эти фиксаторы и пинцетом начинаю набирать по этой надписи с обратной стороны, если у нас число leisure, то последняя буква, допустим, R, и я ее ищу вот здесь и сразу ставлю, вот так вот набираю. Очень удобно, что у нас кроме этих металлических буквок есть еще их обозначение на деревянном корпусе. Так их проще находить. У нас слой получается 2 буквы S, и если бы была изготовлена одна, то в принципе уже подобную фразу мы не могли бы составить. И теперь берем заглавную Т. Дальше ставим этот фиксатор. И у нас выходит надпись в перевернутом таком формате. Для более правильного позиционирования этой кассеты на том же прессе, допустим, или просто вы ставите оттиск вручную, желательно надпись поставить по центру нашей кассеты. Размер кассеты у нас выходит 15 по длине, 15 сантиметров, и 5 по ширине. Мы, когда набрали эту надпись, делаем замер. В данном случае где-то 81 миллиметр. То есть у нас получается где-то по 30
4,5 миллиметра. Нужно отступить от каждого края и зафиксировать то, что у нас получилось. Еще буковку вам покажу. То есть, как видите, у нее есть такие выступы, вот, за счет которых она и вот набирается, держится в кассете. Да, то есть, таким вот образом они вставляются сюда. Все, надпись я набрал, отцентрировал, и теперь эта кассета готова к тиснению. Как можно работать с данной кассетой? Мы можем ставить оттиски как холодным способом, так и горячим. Можем делать фольгированные оттиски. Но для этого всего нужны пресса. Пресса у меня есть, точнее есть пресс холодного тиснения. Но из-за тесности помещения я вам его не смогу показать, не смогу продемонстрировать, как он работает. Для горячего тиснения у меня пока нету пресса, но я хочу приспособить свой, там тоже сделаю отдельное видео по этой теме. Видел, еще теснят струбцинами. Это как бы нормальный способ, тоже в принципе создается давление, клише вдавливается в кожу. Один недостаток, то что мы на большом расстоянии, к примеру, если большая у нас заготовка и нужно поставить где-то по центру оттиск, то мы таким способом не сможем этого сделать. Если же где-то с краю нужно поставить, то в принципе этот способ вполне пригоден. Первым покажу горячее теснение, так как пресса еще у меня нету, нагреваю обычным строительным феном. Недостатком такого способа является то, что мы все делаем на глаз, и плюс нету фиксации нашей кассеты, то есть нужно быть очень аккуратным, потому что она может смещаться. Ну и на глаз, то есть мы нагреваем эту площадку как бы на свое усмотрение. То есть можно пережечь, можно, ну, лучше вообще, конечно, чтобы не донагреть, вот, чтобы мы не сожгли нашу кожу. Так, что у нас получается в результате? Как мы видим, ничего не получилось. Этот способ в моем случае он полностью нерабочий. Получается, с трубцинами мы делаем, во-первых, неравномерное давление по всей плоскости. Во-вторых, может такой способ он работает, если, допустим, клише поменьше размером, и когда вот эта кассета наборная, она в одну строчку, тогда оно еще как бы сработает. А когда вот такая вот большая площадь, то ее все равно нужно давить специальным прессом. Если у меня появится возможность, я, конечно, сделаю обзор на хороший пресс или же дам просто ссылку на хорошего производителя прессов именно для теснения, для вырубки. Потому что, ну, такие варианты, это, допустим, шьете вы изделие, потом остается только поставить клише, оттиск, вы сразу запороли полностью изделие. Ну, то есть, если работать, то нужно работать так, чтобы уже 99% вы были уверены в том, что все получится. С чистой растяжкой даже пытаться не буду. Принцип где-то тот же. Мы пропитываем водой кожу, кладем сверху клише и тесним. Сейчас покажу, вот как в принципе должно получиться было бы. Вот. Это я теснил прессом. Глубокий, красивый оттиск. С прессом, конечно, желательно не переборщить. Вот на этом примере видно немножко, видите, даже кассета уже дошла до упора, и чуть-чуть эти ограничители оттеснились. То есть там тоже нужно как бы в меру создавать давление, но при этом смотрите, как все красивенько получается. Здесь вот точку поставил для эксперимента. Все выходит достаточно красиво, качественно, если работать с хорошим как бы инструментом. Если подводить итоги, что нам дает данный шрифт? Конечно же, как я уже сказал, если нам не нужно тестить конкретный какой-то логотип или конкретно какое-то изображение, а нужна просто надпись, то данный шрифт нам открывает как бы возможности. Мы можем сделать любую надпись, мы можем сделать это оперативней, что клиенты точно оценят. Мы можем это сделать более бюджетнее, чем изготавливать каждый раз клише. И на клише, допустим, на изготовление и доставку мне уходит где-то 3-4 дня. Здесь же оттиск я могу установить там, через 15 минут, допустим, после того, как изготовил уже изделие или
подготовил эти детали. Вот. Это выглядит намного эстетичнее, чем лазерная гравировка, однозначно. Вот. И что еще хочу сказать, где-то читал, что по статистике чаще продаются изделия, у которых есть возможность персонализации. То есть, если продавец включает такую возможность, то у него изделия покупаются чаще. Даже если не учитывать эту статистику, скажу по себе, 80% из всех изделий, которые я делаю, именно там разгрузки для фотографов, они все идут персонализированные. То есть, каждый раз я заказывал клише, теперь же смогу предложить своим клиентам вот такой вот вариант нанесения имени, допустим, или какой-то надписи. Очень надеюсь, что в скором времени получится у меня проапгрейдить свой новый пресс и установить на него термокомплект. Тогда уже запишу видео с использованием данного шрифта для установки оттисков фольгой на изделиях. Надеюсь, видео было полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.